Всем привет! Сегодня приготовим капустный заливной пирог. Это настоящая находка для всех, кто ценит вкусные и сытные блюда, но при этом хочет сэкономить время на готовке. Этот рецепт превосходно подходит для семейного обеда или ужина. Его главное преимущество – это простота приготовления и бюджетность. Сначала приготовим начинку для пирога. Белокочанную капусту шинкуем ножом. Понадобится примерно 150-180 грамм капусты. Уже нашинкованную капусту еще несколько раз перерезаем ножом, чтобы она получилась более мелкая. Подготовленную капусту перекладываем в миску. Нарезаем пучок укропа. Укроп тоже кладем в миску с капустой. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и немного разминаем капусту руками, чтобы она стала более мягкой и податливой. Начинка готова. Готовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Наливаем 220 мл кефира. Насыпаем пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. Все перемешиваем до однородности. Сюда же в миску насыпаем 150 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Сковороду ставим на небольшой огонь и наливаем немного растительного масла. Диаметр моей сковороды 22 см. Сюда же наливаем примерно половину приготовленного теста. Равномерно его распределяем по сковороде. Сверху на тесто выкладываем подготовленную начинку из капусты. На нее выливаем вторую часть теста. Стараемся равномерно его распределить по капусте. Все накрываем крышкой и готовим на минимальном огне примерно 20 минут. Прошло 20 минут. Пирог уже сверху схватился, теперь его нужно перевернуть. Кладем на него тарелку и переворачиваем сковороду. Аккуратно пирог снимаем с тарелки обратно в сковороду. Накрываем крышкой и готовим на самом маленьком огне еще 15 минут. Пирог готов. Снимаем его со сковороды. Нарезаем порционными кусочками и подаем на стол. Пирог с капустой на сковороде получился очень вкусным и сытным. Приготовление простое и не требует много времени. Обязательно его приготовьте, порадуйте вкусным ужином или перекусом себя и свою семью. Также у меня на канале есть и другие рецепты с капустой. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующий приготовим курицу с капустой, запеченную в рукаве. Это очень легкое в приготовлении и сытное блюдо, которое не раз может выручить хозяйку. Оно отлично подходит как для обеда, так и для ужина всей семьей. Сначала подготовим все ингредиенты. 3 куриных окорочка моем, обрезаем лишний жир и разрезаем на более мелкие порционные куски. Мясо солим по вкусу. Посыпаем примерно 1 чайной ложкой приправы карри и перчим. Все приправы распределяем по мясу руками. Мелко шинкуем 1 кг белокочанной капусты. Капусту немного солим и обминаем руками.
1 морковь трем на крупной терке. 2 сладких перца нарезаем брусочками. Если перца нет, то можно готовить и без него или добавить замороженный. Одну луковицу нарезаем четверть кольцами. В большую миску кладем нашинкованную капусту, нарезанный перец, лук и тертую морковь. Все перемешиваем. Я овощи не солю, так как капуста уже посолена. В рукав для запекания, уже завязанный с одной стороны, выкладываем подготовленную овощную смесь. Сверху на овощи кладем нарезанные куски куриного мяса. Рукав для запекания завязываем с другой стороны. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 50-60 минут. Готовое блюдо вынимаем из духовки, разрезаем рукав и раскладываем по тарелкам. Курица с капустой получилась очень вкусная, сытная и ароматная. Мягкое и сочное мясо отлично сочетается с тушеной капустой. Также такую капусту с курицей можно запечь в форме для выпечки с крышкой. Третьим блюдом приготовим запеканку с капустой и фаршем. Такая запеканка получается очень вкусной и сытной. Это блюдо отлично подходит как для обеда, так и для ужина всей семьей. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Ее понадобится примерно 1 кг или немного больше. Нашинкованную капусту перекладываем в миску. Капусту солим по вкусу. Все перемешиваем, немного перетирая руками с солью. Подготовленную капусту выкладываем на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем капусту примерно 3 минуты на большом огне, перемешивая лопаткой, а затем сковороду накрываем крышкой и убавляем огонь до минимума. Тушим капусту примерно 30 минут, изредка ее перемешивая. Если нужно, то в сковороду с капустой можно налить немного воды. Пока тушится капуста, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Нарезанные грибы кладем на сухую горячую сковороду и обжариваем их на большом огне до испарения всей жидкости. Еще больше разных запеканок на каждый день смотрите на моем канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Когда вся жидкость испарилась, в сковороду с грибами наливаем немного растительного масла. Грибы солим по вкусу и перчим. Грибы перемешиваем и обжариваем шампиньоны до румяности. Одну луковицу среднего размера нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Пассируем до золотистости. К луку добавляем полкилограмма фарша. Я использую свино-говяжий фарш. Все перемешиваем и обжариваем на среднем огне, пока фарш не поменяет цвет. В самом конце фарш солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем и снимаем с огня. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. На дно формы кладем чуть больше половины тушеной капусты. На капусту выкладываем фарш с луком и равномерно распределяем его по форме. Дальше кладем грибы. И все накрываем оставшейся тушеной капустой. Готовим заливку для запеканки. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 100 мл сметаны и солим по вкусу. Все перемешиваем венчиком до однородности. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Тертый сыр кладем в миску к заливке и все перемешиваем. Приготовленной массой равномерно поливаем запеканку сверху с помощью ложки. Все ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 20 минут. Запеканка с капустой и фаршем получилась очень вкусной и сочной. Готовится она совсем несложно и станет отличной альтернативой обычной тушеной капусте.
Если вам понравились такие рецепты с капустой, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.